Сегодня мы поговорим про окружение. Я понял, что в моей жизни почти не было. Тисячу будеш отдавати мені, тисячу оставлять себе. Каждый человек для меня это как книга. Чому я не спілкуюсь українською мовою? А чему мовою оккупанта? Качественное окружение делает тебя сильнее. Ты можешь сейчас Девочка-спикер. на сексологе Да. хотел бы остановиться? Слушайте, я бабки заплатил. Сколько ты сейчас зарабатываешь? В прошлом месяце было вот столько, а сегодня где-то вот столько в этом месяце заработал. Андрей, Да, я здесь, вот, добрый день. приветствую. Рад тебя видеть. Ты приехал из Вроцлава, как дорога? Отлично, супер. Полдороги я был с Дариной, полдороги был мой друг, с Дариной я смог даже поработать. Как ты часто в Варшаве бываешь? Наверное, раз в 2-3 месяца где-то так, не часто. Но Ага. последнее время так понравилось, что хочется быть чаще. А как ты часто в Польше бываешь? И как давно ты бываешь тут? Ты знаешь, оказался в Польше 2 года и 3 месяца назад, и после этого как бы никуда не переезжали. И понял, что Польша для нас комфортная страна для жизни по сравнению с тем, что нет других вариантов, как бы, Мгм. как вернуться к Украине. Почему Польша? То есть из всех сотен стран, почему Польша? Я не так много путешествовал по миру, чтобы я на «ты» был в тех странах, где я там первый раз могу приехать. Поэтому меня чуть-чуть пугало вот это вот расстояние и далеко быть от дома. Мгм. И учитывая, что в Польше очень много наших, своих, с кем можно общаться, с кем коммуницировать. А здесь я точно понял, что наша ментальность, когда она твоя, то это очень важно. Так, до того, как ты будешь дальше реализовываться, с кем ты будешь коммуницировать и проживать каждый день свой, это очень важно. Я понял, что в Польше как раз можно, так сказать, окружить себя людьми, с которыми комфортно проживать свою жизнь. Вот. Плюс недалеко от Украины. И мы хотели с женой, я сам с Кривого Рога, всю жизнь жил в Кривом Роге. Это очень, так сказать, промышленный город, в котором есть 5 горногабаритных комбинатов, очень страшная плохая экология, мы хотели куда-то переехать. И у нас было, рассматривали мы Львов, у нас был Киев, мы не хотели, мы не очень любим столицы, мы хотели во Львов, но так вышло, что началась война, и мы выехали, уже остались в Польше. А почему в Вроцлаве, если именно в Вроцлав? Потому что у меня там живет племянник, жены, родственники, моя бывшая ассистент, девочка, которая у меня проработала 3 года на хлебзаводе, она уехала туда за год до войны. Я понимал, что меня туда тянет, учитывая, людей, что есть люди, с которыми у меня есть связь. Мгм. Исторически, как бы уже там были какие-то Да, люди, да. где Я есть понимал, связь. что это будет основа для моей дальнейшей самореализации. Мгм. И мне всегда интересно слушать истории людей, да, и почему они принимают те или иные решения, да. Ответы разные. Вот очень часто это потому, что есть какие-то друзья, родственники, знакомые, да, какое-то окружение. Мы сегодня много про окружение будем говорить, я так понимаю. Иногда это какой-то стратегический план, возможно, кто-то производство переносит свое. Вот у нас был клиент, он занимается производством промышленных кранов, и его выбор — это только локация, где есть свободная экономическая зона, да, и он как бы на них смотрит. Там на Лодзь, по-моему, он смотрел, там Мгм. хорошие условия были. Сегодня мы поговорим про окружение, мы поговорим про борд, сообщество, да, которое ты представляешь в рамках Вроцлава, насколько я Да. понимаю. Про важность окружения и про то, как иммигранту, да, предпринимателю, у нас канал предпринимателей, которые либо планируют делать бизнес в Польше там, и не только в Европе, либо уже его имеют. Про предпринимательство, про окружение наш сегодняшний подкаст. Про предысторию, да, расскажи про бизнес, какие сейчас бизнесы есть, что в Украине осталось, что здесь в Польше, какие есть результаты, чтобы люди понимали Мгм. весовую категорию. Я понял. В первую очередь могу сказать, что самый основной бизнес – это моя жизнь, это мое хобби, это мое призвание. Я не выбирал работу, она меня выбрала сама, и я это четко заявляю всегда. Это мой хлеб, потому что я был на пекарне грузчиком в 16 лет, потом пошел там же водителем был, возил хлеб, там же купил свою первую машину, и в 20 лет начал нарабатывать объемы, договариваясь с магазином, развозить хлеб. А в 30 лет я уже открыл свою пекарню, мини-пекарня была, там было 5 человек, наемных сотрудников. И уже перед войной, спустя 11 лет, у нас уже было 225 сотрудников. У меня есть партнер, с которым мы вместе и занимались. Он больше занимался производством, я рынком сбыта. У меня всегда было желание общаться с людьми и набивать объемы. Вот. Это стало реально моим хобби, потому что через хлеб я реализовал себя как личность. Но сказать, что хлеб – это про деньги, не могу сказать. Поэтому у меня в Украине есть другой бизнес, который я там, по крайней мере, что зарабатываю. Вот. Когда выехал здесь, оказался в Польше, то я хотел открыть пекарню. У меня даже есть уже оборудование для пекарни, которое я выкупил одной из девочек, которая разошлась с партнером своим, и мы стали партнерами в тот бизнес, который так и не успели еще пока зайти. Я решил поставить на паузу, потому что когда я начал жить в Европе, ты знаешь, я посмотрел на свои последние 11 лет, когда я купил эту мини-пекарню, я понял, что в моей жизни почти не было. Личной жизни в плане наслаждаться, получать удовольствие, проживать, кайфовать. То есть чувствовать вот эти моменты, которые мы, все говорят, умные люди, живите здесь и сейчас, наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. А почему, ты был в операционке или с Да, чем ты? да. Я
Кстати, позже там скажу любимую фразу, которая поменяла мой взгляд на себя реализации в операционке. Я был в Мгм. операционке, потому что все мы предприниматели, когда начинаем бизнес, изначально мы начинаем его очень часто, не все, наверное, но часто из мотивации заработать денег. Мгм. Когда мы начинаем зарабатывать деньги, это как наш первый ребенок, который родился, и мама его сдувает пылинки. Да, папа не так, но мама. Вот бизнес для предпринимателя это как вот ты мама своего дитя. И мы понимаем, что никому не можем доверить, как только сделаем сами лучше всех. Это наша боль, ошибка и так далее. Но мы это делаем, мы должны это пройти. Я проживал сам. Я приходил ночью, я вставал до токарного станка, я садился за руль, я залазил под машину, показывал, как нужно ремонтировать. И я удивлялся, но я сам себе доказывал, что предприниматель, хоть он и собственник, он собственник бизнеса, но он на каждом участке должен знать лучше, чем те люди, которые у него работают. Это неправильно, но это практика жизни. Мы в таком вращаемся, пока мы не меняем что-то в своей жизни. Мгм. И вот когда я выехал за границу, ты знаешь, я, первый раз в жизни понял, что делегировать не так опасно, как мы боимся это сделать. Потому что война заставила меня сделегировать те обязанности, которые занимался сам. Сейчас я вообще не занимаюсь пекарней. Моя жена сводит месячные только отчеты, а директор действующий занимается всей операционкой. И это вот как было, так и идет. Мгм. Но иногда мы Но боимся. при этом тут важный вопрос, просел ли ты там в Нет, доходах, во всем нет, остальном. как были доходы, так и Ну, остались. потому что у людей есть ограничивающие убеждения, они думают, что если я это все отдам, то даже если это все и будет работать, то я точно упаду в доходах, я точно... Ошибочное убеждение, да. Иногда, я скажу так, я очень слышал умные слова, и я соглашаюсь с этим. Хочешь, чтобы твой бизнес развивался, убирайся туда иногда. Потому что мы, как собственники, вроде бы мы его лелеем, воспитываем, Да. развиваем, но в то же время мы ограничиваем его. Потому что иногда наше сознание в нас, в единственном числе, не хватает для того, чтобы его масштабировать. А Да. когда мы строим команду, и это создание создается суммарно из нескольких людей, тогда это больше опытности и экспертности для его развития. Я даже такую фразу слышал. Твоя ключевая компетенция как профессионала в своем бизнесе, ну, будь то там продажи, да, как у тебя там сбыт, либо вот кто-то в технологии самой разбирается. Я, например, в маркетинге разбираюсь, да, и твоя вот эта вот ключевая топ-компетенция, киллер-фича, Мгм. да, как сейчас модно говорить, она же может быть слабым местом в бизнесе, потому что ты как бы самый умный, ты знаешь, как надо, и ты не впускаешь какое-то новое пространство, новые умы на эту позицию. У меня такая была проблема из-за того, что я в маркетинге знаю и разбираюсь во всем, то я же его и тормозил своим же как бы потенциалом, куда я упирался, да. Соответственно, я согласен с тобой, что нужно прям учиться убираться, как ты сказал, да, со своего бизнеса. Давать экспертам, профессионалам сделать свое дело на каждом узком участке дороги, Да, да, не уходить. пытаться самому делать все. Но, кстати, скажу, мне очень классная фраза Но понравилась. есть нюанс, как в анекдоте или нет? Это не знаем, мы его не будем рассказывать в прямом эфире, хотя он очень интересный анекдот. И, кстати, у меня есть некоторые анекдоты, которые прям показывают смысл жизни. Может быть, Я сегодня- хочу услышать хотя бы один сегодня. Слушай, один анекдот мой очень один там знакомый рассказал. Я его использую иногда, когда беседую с человеком о возможности сотрудничества в партнерских отношениях. Да. Встреча одноклассников. Встретились, выпивают, вышло пару мужчин, общаются. И один говорит, как у тебя дела? Говорит, все хорошо, бизнес, там, летаю, постоянно работаю и так далее. А второй, а ты как? Говорит, еле-еле. Вообще подрабатываю грузчиком на рынке, денег нет, женой скандален, но не знаю, как дальше быть. Говорит, слушай, у меня есть для тебя, говорит, классная работа. Это какая? Вот ты будешь приходить каждый день, в 8 утра включать рубильник, а 5 вечера выключать. И все, и будешь получать $2000. 1000 будешь отдавать мне, 1000 оставить себе. Ну и все. Окей. Тоже работает месяц, второй, третий, $1000, сейчас 40 000 гривен в Украине, да. Включает, проходит полгода, этот, который включает, встречается со своими друзьями. И ты же говоришь, ну что там, как новая работа, как же там твой одноклассник? Говорит, а что это, одноклассник там мудак оказался. В смысле, что мудак? Ну прикиньте, мужики, я каждый день хожу, включаю, получаю двушку, делим поровну, а он при этом ни хера не делает. Понимаешь, вот Да. когда партнерство идешь, это очень важная штука. Многие люди забывают, что трудоучастие одного партнера час времени – это больше, чем круглосуточно второго партнера. Экспертизу не взвесить тяжело. И многие люди делают эту ошибку. Поэтому этот анекдот, и тогда уже второй расскажу, а дальше, может быть, будет не без анекдотов. И когда приходит человек в бар, просит налить ему 100 грамм виски, тот ему наливает, туда достает мерник, переливает, говорит, 90, $50 штрафа. И он так 3 раза ходит, например, приходит на 4-й, говорит, слушай, ты мне каждый раз платишь штраф, ты мне же лицо знаешь. Ты не можешь мне запомнить просто раз налить не вовремя, ну, в меру. Говорит, я могу. Но, говорит, мне лучше тебе штраф платить, чем руку сбить. Это об экспертизе. Классно. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы
реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Так вот, что я хотел, кстати, сказать. Вопрос делегирования у меня был, когда я вступил в борд бизнес-сообщества. И я могу сразу сказать, я вступил и увидел у своего одного друга, который, кстати, сегодня мне звонил и писал несколько раз уже, наверное, чувствовал, что буду про него говорить. Он сам в Днепропетровске, борд был в Днепропетровске, а в моем городе не было такого сообщества. А я понимал дефицит вот этой востребованности общения, люди, экспертиза, какие-то успешности и так далее. И вот я приезжаю туда, и я приезжаю каждый раз с вопросом делегировать свои обязанности, потому что я понимаю, у меня времени нет, их 24 часа больше не добавится. И один человек мне сказал такую классную фразу, говорит: Андрей, тебе, говорит, нужно определиться, ты бизнесмен или самозанятый? Или предприниматель. Или да? самозанятый. Вот самозанятый, оно больше в этом слове как бы да. описывает процесс. Сам занимаешь себя, как бы, да. Это одна была фраза. И вторая, что очень прям обратила мое внимание, и, может быть, многим сейчас будет интересно, потому что мы часто не задумываемся над этими словами. Это я, когда пошел в бизнес, я думал, что лидер, руководитель и собственник – это одно лицо. Но потом, говорит, я понял, что это может быть 3 разных человека. Угу. Так, еще раз. Лидер, руководитель И собственник. собственник. Понимаю все, кроме лидера. Не понимаю, как лидер может быть в компании. Что имеется в виду? А лидер – человек, на которого смотрят. У тебя есть 10 продажников, и они не все лидеры. Один может быть виден, на который смотрят, и его пример вдохновляет других, и те за ним повторяют, к примеру. Либо в других нишах каких-то. То есть лидер — это вдохновитель, руководитель, собственно, руководит. Который да, дает команду, но не всегда он лидер. Его поставили, ему обязаны подчиняться. Ну да. Знаешь, Он говорю, может не быть руководитель лидером. заставляет подчиняться, лидером за ним тянутся сами. Он не кричит, ничего не провозглашает, но за ним Да. тянутся, потому что он пример для подражания. Да, Он вдохновитель. И собственник — это просто надстройка как бы. А собственник это документально. Юридически все на нем, он собственник. Он получает дивиденды, и он как бы строит стратегию. Чаще всего, что руководитель с лидером может совпадать. Скажу так, какую выбрал я для себя позицию, я понял, что я не руководитель. Я понял, что я собственник, это опять же юридически. Я понял, что я лидер, потому что на меня смотрят люди, они прислушиваются, и им нравится, когда я с ними коммуницирую. Но точно не руководитель. Мы делаем ошибку, когда мы думаем, что мы собственники, все руководители. Фиг там, потому что очень часто наш хаотичный образ мышления, а у собственника именно там, это плохо влияет на подчиненных сотрудников. Ну да. Их колбасит так, мне говорят: Сергеич, можно ты 2 дня дай им выдохнуть, они бедные, уже заведенные, их больше мотивировать не надо. А я люблю, с утра дал команду, после обеда проверяю, ну что? А мне говорят: так мы же на неделю вроде бы задачу взяли, еще ничего не сделали, ну ладно, я завтра подойду. То есть мы очень быстро хотим и хаотично, по крайней мере я вот такой вот. Я понял, что мне нужно быть руководителем. Я делаю такую разбалансировку как коллективе. И тогда я остался лидером и собственником. И тогда пошло на более все четко и понятно. А партнер как раз, я так понимаю, системно, да? Системщик? Нет, у нас директор системная. Директор, наемный просто системщик. Да. Партнер – это мудрость, он сам еврейского происхождения, я очень вдохновляюсь этой нацией, это реально вот мудрейшие люди, мне кажется, и я очень у него учусь, он меня на 15 лет старше, я у него учусь от этой мудрости, сдержать себя, быть спокойным, вот это, что он делает, это он сдерживает меня, чтобы я не наломал дров. То есть энергия – это хорошо, вот эта вот вспышка, но иногда она может быть лишняя. То есть его задача, мою вспышку надо тушить. Что по Польше? Какие тут проекты? Слушай, есть? Первое, что я приехал в Польшу, что я понимал, что для меня нужно, это люди. Это мой ресурс. Я не раз уже говорил, и я буду говорить всегда, что каждый человек для меня – это как книга. То есть кто-то говорит: какую книгу посоветуешь прочесть? Я, знаешь, скажу, я знаю, с кем тебе посоветую пообщаться. Вот, потому что книгу это односторонне, да, ты читаешь то, что описали, а в общении можно получать вопрос-ответ, что-то новое узнавать. Поэтому для меня книги – это люди. И я понимал, что мне нужны вот эти вот книги, которые уже в Польше реализованы, эти люди. И я понимал, что мне нужно бизнес-комьюнити, который я уже получил опыта у нас в Украине, и я понимал, что нам нужно его открывать. Его не было в Польше, не было того, которое хотелось бы, и я познакомился с девочкой, которая с Николаева. Она была партнером борда в Николаеве, а я в то время уже был партнером в Кривом Роге. Полгода до войны мы успели организовать комьюнити в Кривом Роге. Вот, мы с ней договорились, что мы создадим это комьюнити, будем вместе вести. К нам присоединился еще один парень с Одессы, и вот мы втроем организовали борд и ведем его уже 2,5 года, почти 2 года и 4 месяца. Во Вроцлаве. Да, и вот там мне начали знакомства с людьми, с которыми я начал партнериться в каких-то бизнес-направлениях. Да. Я прочувствовал свою сильную сторону, где я могу подкрепить кого-то и дать
то, чего нет у моего партнера, а мне нужна от партнера больше экспертиза, которой люди давно уже знают польский язык и понимают ту нишу, чем они занимаются. Первое это было, что было, я познакомился с девочкой, которая 8 лет работает риэлтором в польском пространстве. Мы с ней договорились, мы открыли риэлторское агентство, а также начал заниматься флиппингом. Она подбирает квартиры, мы покупаем. Флиппинг это когда ты берешь старое жилье, делаешь ремонт и перепродаешь. Этого названия раньше в Украине я не слышал, честно говоря. Ну да, в Польше такое Да, есть. да. Вот. И как бы ни было, это полупассивный, полуактивный доход, но он стабильный, и я считаю, что этим можно заниматься, оно имеет смысл, потому что, как бы, по крайней мере, в Вроцлаве очень активный рынок недвижимости. Это мне очень понравилось, особенно, думаю, все, кто сталкивались с арендой жилья, и когда не давали месячную оплату за риэлторские услуги, ты понимаешь, блин, я мог и сам найти. И вот это побудило, я когда отдал немало денег так само, то я думал, блин, почему самому не заниматься? Это первое, чем я начал тогда заниматься. Потом как-то позже у меня появилось желание, знаешь, я говорю иногда, в Украине ходили такая фраза, у каждого богатого человека должен быть рейндж-ровер, так, для статуса. Да. И я как-то мечтал себе ресторан. И вот мы с женой подумали, что решили откроем кафе, небольшой ресторанчик такого плана на окраине города. Я приехал, влюбился в район, очень новый район, полностью новый район, построен на 20 тысяч людей. И там много очень украинцев и белорусов. Потому что когда как раз мы все экспортировали на заграницу, то там сдавалось жилье и продавалось. Вот. И мы открыли там, я пригласил девочку, которая, как я сказал, раньше была моим ассистентом в Кривом Роге на хлебзаводе. Я предложил стать партнером и открыли вместе с ней это кафе. Сейчас она как администратор и мой партнер руководит этим кафе на Ягодно. И как тебе Польша? Ты бы здесь продолжал жить там в следующие 5-10 лет? Или есть какие-то... Ты знаешь, я бы продолжал здесь укореняться и жить, но я хотел бы путешествовать. Вот ты знаешь, я когда выехал, я понял, что когда я жил одним своим хлебзаводом, я не видел мира. Я вот был заточен, понимал, что это мой мир, это мое я. Сейчас я вижу, сколько всего прекрасного в жизни есть. Поэтому для меня Польша стала сейчас, как сказать, заменять мою родину, Украину. Это где учатся мои дети, где я ночую в квартире, где я какой-то бизнес строю. База такая, да? Да, да, но я хотел бы, чтобы это, конечно, теперь, знаешь, мы стали теперь люди мира, не люди только украинцы, да, мы люди мира, реально. Нас просто раскидало по всему миру. И хотел бы больше видеть этот мир, прекрасный мир. И поэтому... Космополитом стать, есть такая фраза. Да. Я сейчас изучаю стоицизм, да, и оказывается, стоицизму 3000 лет. Да, то есть это невероятное количество времени. И 3000 лет назад стоики, да, философы, они говорили про то, во-первых, много про ценности людей, да, про то, как себя можно правильно вести в жизни, на что опираться в жизни, но в том числе тогда они говорили про космополитизм. Представляешь, 3000 лет назад они говорили, что вот мы считаем, что мы люди, на самом деле люди мира. Представляешь, какое у них было широкое сознание, мышление, да? 3000 лет назад, тогда, когда ты там на корабле приехал, был рабом, а потом там как-то случилось, и ты уже не раб. И уже тогда было это мышление. Поэтому я тебя понимаю. Это я к тому, что это классный запрос, и мне кажется, что мир идет к такому вот нарративу, да, что мы сейчас как будто чувствуем себя уже все больше и больше людьми мира. Ну, думаю, если мы все так будем думать, что у нас одна планета, она общая, тогда мы не будем делить Земли и чертить эти границы на карте. Ну да, и относиться по-другому к Земле, к планете, к природе. Да, поэтому, как вот перед подкастом ты не задал по поводу языка, и правильно подметил Виталий Юрьевич, да, что иногда я тоже слышу, как некоторые люди говорят, а чому не спілкуєтесь українською мовою? А чому мовою окупанта, вибачаюсь? Але це не їхня мова. Але я виховувався все життя, і в мене виховували на російській мові. То хто винен, що я виховувався на українській мові? Я зараз чу і потребую від себе більше української мови. Но когда мне задают важный вопрос, и я хочу дать смысл, то ведь не важно, на каком языке я говорю, я могу сказать на английском, еще на каком-то. Важно, чтобы меня поняли люди максимально так, что я хотел донести. Вот про ценность, да. То есть, как говорится, лучше меня поблагодарят на языке, когда оккупанта, чем пошлют куда подальше рідною мовою. Да, шах и мат. Да. Что дает окружение? Расскажи про борд, да, больше, что это за сообщество. И расскажи про другие сообщества, да, возможно, ты знаешь, может, есть какая-то обратная связь, с чем сравнить. Ну, я сейчас не про то, что кто-то плохой или хороший. А то нет плохих. Я считаю, одни что хорошие. Да, одни хорошие Одни получаются. хорошие. Ну, в моем мире, получается, одни хорошие. Просто эти хорошие этим, эти тем. Расскажи, что сейчас вообще вот в Польше происходит. Это видео могут смотреть ребята из Беларуси, из Украины, да, и как те, кто еще находится там, да,
так и те, кто уже находится здесь. И у нас даже есть кейсы, когда люди, будучи в Европе, поживя там в Испании, в Италии, может, даже кто-то пожил там в Америке, они возвращаются на континент и возвращаются сюда, в Польшу. Расскажи, что здесь в плане окружения и комьюнити происходит. Ты знаешь, я когда еще жил в Украине, возможно, ты тоже замечал, у нас очень много да, грузинов, азербайджанцев есть. И Грузинов прям помню, да. очень много, и прям рынки, там они прям держали целые рынки и так далее. Ты знаешь, я смотрел на них, думал, слушай, вот молодцы, вот их же меньшинство в нашей стране, мы же здесь как бы нация, Да, украинцы. да. Но они иногда так подчеркивали сильно свою позицию и прям друг за друга прям стояли. А знаешь, я потом, вот когда выехали в Польшу, вот мы начали четко это понимать, потому что там у нас у каждого моя хата с краю. А они понимают, что нужно объединяться, они в чужой стране. И вот сейчас мы должны делать то же самое, да, нам тяжелее. И согласись, что не всегда поляки нас радужно приветствуют, да, Да, не да. всегда не все. Есть тоже, каждой нации есть разные люди. Вот, я понимаю, что так как мы уже выбрали со своей родной страны, нам точно нужно в 3 раза сильнее включить свой драйвер и что-то делать лучше, сильнее, быстрее, чтобы себя как-то ассимилировать здесь и получать там прибыль какую-то и обеспечивать себя. Вот. И мы когда выехали, понимал, что нам нужно теперь вот быть как этими азербайджанцами и другими национальностями, которые были на нас стране, показывали, как нужно создавать свои агломерации, какие-то свои сообщества и, объединившись, быстрее двигаться, помогая друг другу. И эти сообщества, это и есть такой же самый пример. Поэтому я могу сказать четко, что ни одного сообщества не должно быть друг другу конкуренции. Просто в каждом сообществе, это как раз, знаешь, раньше был клубный, книжный клуб, там, сигарный клуб, еще что-то. Шахматный Есть клуб. клубы с интересами просто. Вот этим они отличаются, интересами. И поэтому один человек может быть в 3 разных клубах. Там он курит сигареты, там играет в шахматы, как ты сказал, да, там он и читает книги. Вот и все. В бизнес-клубах, я знаю их не так много, но их очень много в целом. Вот. Самый таких крупный, наверное, здесь это назвал бы Бизон, который уже давно, еще до войны был здесь. Потому что есть еще Young Business Club и Board наш, они вышли с начала войны. Они все хотели, и Young уже до войны начал выходить, но не так активно, как сейчас. Ну да, Но да. когда война раскидала наших людей по миру, то люди, которые, как и я, хотели это комьюнити, начали предлагать свои услуги для открытия и ведения как франшиза а в каком-то городе, как партнер этого клуба. Вот. Поэтому это стало актуально больше с начала войны. Я бы сказал, что в Польше наше украинское сообщество, это Бизон и BNB, это 2 подразделения на них, так сказать, Young Business Club и Board. Это, наверное, самые активные, которых я могу так вот назвать. Опять же, не конкуренты, а люди, которые создали площадки, где люди могут знакомиться, обменяться опытом и так далее. И я с удовольствием хожу на другие клубы, знакомлюсь и говорю о том, что если что, мы на связи, мы можем быть друг другу полезны. Это классно. Потому что это точно не бизнес, это точно не там, где заработать денег. Но на фоне своего участия в клубе ты знакомишься с людьми, которые можешь заработать деньги. Потому что обычно партнерство – это прибыльно. И это надежно и стабильно. Мгм. Зачем людям искать окружение, вступать в какое-то окружение? Что это дает? Давай попробуем на пальцах посчитать плюсы. Возможно, есть и минусы. Мы не раз слышали, есть такая фраза: «Скажи мне, кто 5 твоих друзей, я скажу, кто ты». Да. Сядешь за стол с 5 миллионерами, станешь 6-м. Сядешь с 6 дураками, станешь 7-м дураком. И так далее. Потому что всегда говорят, что окружение подчеркивает твою сущность. То, кем ты себя окружил, с кем тебе комфортно, это твои зеркала, это твои люди. И правда. И оно так и есть. Соответственно, ты за счет окружения можешь расти сам. Потому что очень часто мы ограничиваем себя ментально, недообразовавшись, недополучив какой-то информации в жизни или ценности, недопоняв какие-то. То окружение, которое нам импонирует, оно подсвечивает нам то, где можем усилиться. Поэтому я вижу самую большую основную задачу таких сообществ – это то окружение, которое качественное окружение. Не просто окружение, а качественное окружение делает тебя сильнее. Это однозначно. Это мой опыт, я на этом вырос. Как это и в физическом мире, вот в реальном мире происходит вот каждый день, да? Я понимаю, о чем ты, да, но давай попробуем это еще декомпозировать и расшифровать для людей, прям разжевать. Как вот происходит вот эта вот трансформация? Как получается так, что вот ты не был миллионером за этим столом, да, 6-м человеком, а потом ты им становишься? Что ты? Подслушиваешь их советы, ты читаешь те же книжки, которые читают они? Ну, вот объясни это прям на пальцах. Но я бы здесь, наверное, разложил бы эту методику на 2 составляющие. Первая – это духовная. Вторая – это физическая, это логическая. Логическая, материальная, Умственная, да, оцифрованная. такая? Я, кстати, вот я обожаю логику и цифры. Для меня это самый конек. Я это люблю. Поэтому в духовную не буду сильно ходить, но в духовную то, что у меня был такой опыт в жизни. Духовно я почувствовал, когда я познакомился с одним человеком, который появился в моем окружении, я понял, а почему я не такой? Почему вот он может вот это, я смотрел на него и вдохновлялся, а я нет?
И это замотивировало. И духовно меня замотивировало. А потом пошла логика работать. То есть я понимал, какие есть концепты, какие принимаются шаги, куда можно целиться. И можно не бояться миллионов. Да? Мы очень часто ограничиваем же себе потолком в какой-то голове. Ну, где я, где миллионы? Ну, куда? Где я, где эти люди? Или где я, где такой бизнес? Сами себе ставим ограничения, потом говорим, я так и не вырос. Потому что оно стоит ограничение. Когда мы понимаем, что это все реально, что здесь просто цифры, здесь определенные методики, и когда ты делаешь правильное за правильное решение, ну, как x2, 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 и ты выходишь хороший результат. Поэтому я считаю, что первое, это вдохновиться людьми, которые для тебя становятся примером, а второе, использовать методы, которые тебе, первое, входят в твои ценности, потому что у каждого разные методы, подобрать себе по ценностям, например. И второе, они точно продуктивны, потому что, как говорят, хотите открыть какой-то бизнес, выберите лучшего в этой нише. Даже если у вас наполовину получится, будьте уже успешны. Поэтому мы смотрим на этих успешных людей, которые уже миллионеры. Сделаем хотя бы часть, точно же приблизимся к этому опыту. То есть, знаешь, как я вот дополню твою эту историю, потом похейчу, да, сейчас дополню. Использовать ролевую модель, да, вот есть такое понятие. То есть ты пытаешься скопировать действия другого человека в надежде, что что-то из этого зайдет у тебя, может, ты еще привнесешь свою какую-то авторскую методику. Потому что много кто флипами занимается в Польше, да, как бы конкуренции много, но все равно как-то это все работает. И у всех есть рынок. И все... Знаешь, мне не очень нравится слово «копировать». И многие люди заигрываются, и они копируют. Они подражают кому-то и полностью копируют. И находятся они в своей шкуре. Вот я бы это убрал бы. Я бы, наверное, больше сказал, выбрать модели у других людей и выбрать для себя свои. Да? Мы всегда берем опыт. Склепать свою модель какую-то. Конечно, конечно. Чтобы формировать свое решение, нужно какую-то базу информации, на основании которого мы получаем много информации, и вы выносим свое решение. Оно точно должно быть на основании нашей ценности. Мы должны добавлять капельку своей души. Мне когда понравилась фраза, я был на Бигмане, Черняк когда сказал, лучше пускай меня ненавидят таким, какой я есть, чем будут любить меня фальшивого. Вот. И я тоже считаю, что это правильно, потому что лучше быть не очень успешным, но проживать свою личную жизнь, чем быть чуть успешнее, но проживать жизнь чью-то, делать вид, что ты счастлив в этом. Поэтому лучше быть самим собой. Как минимум ты в своей тарелке, как минимум ты рад тому, где ты находишься. Как еще вот в рамках сообщества происходит вся эта, назовем ее в хорошем смысле, рабочая рутина? Движуха? Да, движуха. Вся эта движуха, в хорошем смысле. То есть, что это, встречи, как вот обогащение это происходит? Знаешь, кстати, я могу здесь сказать одну вещь. Где-то год назад мы каждый раз думаем, чтобы дать нашим участникам больше, лучше, качественнее и так далее. И у меня такая фраза была, говорю, девочки, слушайте, у нас есть, кстати, буртангелы, так она называет менеджера, который в этом сообществе, буртангелы. Вот, я говорю, девочки, давайте подумаем, смотрите, многие уже устали, успешный успех, учиться, вот эти наставники, менторы и так далее, спикеры. Семинары, да, эти всякие. Да, всем обучают. Знаешь, я же уже как бы чуть-чуть за 40, и в этом возрасте я понял, что уже хочется и жизнь качественно проживать. Иногда хочется в приятной компании выпить, по душам поговорить, и это тоже важная составляющая. И тогда я сказал так, давайте так, мы бизнес-сообщество, но мы не должны акцентировать внимание на поднятие, так сказать, бизнес-стратегии в голове человека, на его только бизнес-шаги. Мы должны растить, помогать ему растить себе личность. Потому что в первую очередь он родился личностью. Потом он понимает, он мама, он папа, или он предприниматель, или он наемный сотрудник. Это потом формируется. Но это уже результат проявления личности. Да. И давай согласимся, что мало, наверное, успешных бизнесменов, которые недовольны своей личной жизнью. Это же энергия приходит, это у него как от личности, он себя тогда уже реализовывает классно. Это, конечно, много, если для мужчин, да, женщина влияет, это очень такой важный фактор, но мы сейчас об этом не будем. Вот, то есть, в целом, когда человек доволен жизнью, он будет себя классно реализовывать. Поэтому у меня первое такое мероприятие было, которое я слышал некоторую насмешку и подколку в свою сторону, и мы решили провести в нашем бизнес-сообществе встречу с сексологом. Кстати, была Юлиана, с Варшавы приезжала. Ты знаешь, такая была активная встреча, ведь все мы понимаем, личная жизнь, от нее зависит наша самореализация. Вот. А многие люди даже просто комплексы стесняются обратиться к сексологу, да, чтобы понимать, а как можно улучшить себя в личной жизни. Но это прямо связано к тому, как человек себя реализовывает. Мы провели это мероприятие. Мы провели мероприятие на тему деловой этикет. Ага. Мы же понимаем, это что... отдельно или это же сексолог? Не, это было отдельное ты можешь сейчас на сексологе хотел бы остановиться? Ты можешь сказать тема, самую какую-то невероятную, нестандартную идею или мысль, которую ты там услышал?
Возможно, что-то запомнилось, да, такое яркое, вот нестандартное, что может нашим зрителям быть полезно. Знаешь, я не могу сказать точно фразу какую-то, но мне понравилось, что сама спикер Юлиана была как пример раскрепощенного человека, который изучает мир и не ограничивает себя. Потому что в основном, особенно люди, родившиеся в Советском Союзе, да, у нас же очень много стереотипов, ограничений и так Ну, далее. конечно, И секс был запрещен, религия секса не тоже. было, дети были, да? Да, как-то оно Вот. там работало, да. Да, и сейчас мы смотрим молодежь, Z поколение, когда их вообще ничего не привяжешь. Они очень такие нестабильные сотрудники, потому что сегодня там, фигура тут, фигура там. Вот. Да. А раньше нам сказали, профсоюз сказал, мы делаем. Ну и в целом это отображается. И поэтому в сексе у нас тоже очень много ограничений. И мне понравилось, как она вела себя легко. Это я изучаю. Изучаю себя, изучаю мир. И не как бы... Потому что мы учимся каким-то обычным стандартным урокам. Да. Ходим, слушаем у спикеров, но почему-то не изучаем, а как же в сексуальной жизни можно сделать себе лучше, качественнее, наполнять свою жизнь энергией, там, да, женщина и так далее. Вот, это тоже очень важно. Мне понравился ее как пример, насколько это можно понять уровень, так сказать, свой уровень в этом направлении. Окей. Вернемся к сообществу. Что еще можно получить от сообщества и каким образом это можно получить? Как мне это Вот тогда даже можно забрать не и вернуться, а использовать? продолжим. Да, я начал Продолжим, говорить да. о том, что мы начали поднимать уровень личности. Потом это деловой этикет. Потом, кстати, у нас был классный курс ораторского искусства. Я его сам проходил у Дмитрия Бузовского в Днепропетровске, когда-то очень понравился. Классный тренер, спикер. И я тогда понял, что очень жаль, что учителя не учатся ораторскому искусству. Потому что это очень важное требование. Думаю, я бы, если был бы министром образования, наверное, потребовал, чтобы все учителя прошли ораторское искусство и интересно, качественно подавали тему, чтобы да. дети увлекались и слушали. Вот. А мы же всегда, и, знаешь, мне понравилось, когда на выступление, кстати, у нас приезжал Андрей Бурлуцкий, очень известный актер, артист заслуженной Украины, когда он начал зачитывать рекламы, которые на новом канале Полыну, мы их все слышали, был очень приятно удивлен. Вот. Я тогда вышел на сцену и спросил: ребят, а кто вообще выступает в своей жизни, кому нужно ораторское искусство? Подняло где-то человек 90 было, подняло руку человек 5-6. Я сказал: у вас нету даже диалога вдвоем? Вы же с кем-то ведете беседу, вы выходите, даже если у вас 3 человека работников, выходите и Это начинаете уже говорить. ораторское искусство. Это уже. То есть как тебя услышат и поймут, будет зависеть от того, какая у тебя экспертиза в ораторстве, насколько ты будешь услышан, насколько ты построишь свою речь, смысл и так далее. Это очень важно. Многие люди упускают такие моменты. И мы интуитивно, рефлекторно живем, добиваясь успеха больше, выше, дальше. Стандартное понятие, даже не понимая, а что мы будем использовать при этом, чтобы добиться этих результатов. Ораторское искусство провели. И много других, в принципе, таких тем, которые вроде бы к бизнесу прямо линейно не относятся. Но они точно есть подложка и основа для человека, личности, который реализовывает себя как предприниматель. Вот. И мы делаем где-то 10-12 мероприятий в месяц. Раньше это было больше направлено на обучающий момент. Но я потом сказал, что мы должны делать и досуговые. Например, я был первым, мог похвастаться инициатором, который сказал, что мы должны делать девичник. От мужчин это, наверное, звучит удивительно, но я сказал: я хочу девичник, что моя жена пошла, пообщалась с девушкой, как раз когда только мы переехали в Польшу, где какие косметологи, а куда же ходят к парикмахерам и так далее. Это очень важно. А где дети учатся, а как они учатся, какая система образования, с теми пообщаться, кто здесь уже давно. Вот, потому что мы, еще говорю, что мы должны давать платформы для разностороннего развития человека. Поэтому мы начали делать эти девичники и мальчишники, и спортивные мероприятия, и досуговые. Очень важно, мы теперь примерно делим 50 на 50. 50% образовательного характера мероприятий, 50% досуговые. Они могут быть спортивные, мы играем в волейбол. На прошлой неделе в Праге я играл с ними бадминтон. Первый раз в жизни мне очень понравилось. Теперь хочу провести его в Вроцлаве и так далее. То есть мы делаем так, чтобы у человека была возможность провести активность в окружении ценностных людей, с которыми он вместе в одном сообществе. Походим. Давай, Да? поехали. Так, значит, первый вопрос такой. Зачем мне это делать, если я как бы якобы могу получить это в других местах? Ну, я имею в виду, что условно там волейбол я могу тут поиграть, на тренинг ораторского искусства могу туда пойти. Зачем мне как бы... Это же история не бесплатная, правильно? Участие в сообществе. То есть зачем мне платить кому-то деньги? Объясни вот эту вот разницу и ценность того, что ты платишь или не платишь. Это Знаешь, не от меня вопрос, это от аудитории. Я же тебя прекрасно понимаю. И вот ты сейчас стоялся на мысли. Мне ехал сюда сегодня, мне звонит человек, говорит, там по франшизам вы оставляли заявку. Мне было интересно проконсультироваться, понять, как и там франшизу не продают, на каких условиях и так далее. Вот я увидел ее в Инстаграме, увидел. Если бы я не увидел, я бы не задался этим вопросом. Это о чем? Иногда
мы не задаемся вопросом, что нам нужно то ораторское искусство, либо к сексологу сходить и так далее. Но Ну когда да. мы видим расписание сообщества, куда мы заплатили деньги, мы же теперь заглядываем туда. Если мы не платили, думали, я там записан, да, мы заплатили, надо же как-то, чтобы деньги отрабатывали. И тут говорят, будет Бурлуцкий какой-то и будет ораторское искусство. Ну, схожу. Потому что я как-то давно думал, но все руки не доходили. Потому что надо собраться, найти, получить какие-то рекомендации и так далее. И мы понимаем, объем работы нужно сделать как-нибудь в другой раз. Мгм. Поэтому, когда в твоем расписании за тебя продумали, за тебя организовали территорию, сказали, что будут те люди, которые сообщества, не будут посторонних людей каких-то, которые бы конфликтные, не экологичные и так далее. И ты понимаешь, что тебе комфортно среди этих людей, и тебе сделали, организовали то мероприятие, которое ты много раз думал, но все никак не мог дойти. То есть, получается, подытожу, что здесь организуется мероприятие, которое мы часто думаем. И сейчас думаю, вот было бы неплохо, наверное, там на деловой этикет сходить. Ну, скажи, деловой этикет не сделает тебе успешным предпринимателем? Нет. Он просто чуть-чуть усилит тебя там, ты будешь более опытнее, мудрее, где бы как вести себя женщина, когда руководитель встает, когда нужно руку как подать и так далее. И это же классная штука. Когда за тебя подумали на 2 часа вечера такая встреча, класс, схожу. То есть образно мы навязываем человеку посетить мероприятие того характера, который он думал, но не настолько это было в приоритете, что он для этого сделал какие-то шаги для организации этого процесса. Как бы вы ему облегчаете жизнь и в принятии решения, и во всей там логистике, в плане куда-то доехать, самому этим заниматься. Вы говорите, вот есть ивент, вот он уже в расписании, просто приди, притащи свою задницу сюда, и будет тебе счастье. Да, и я знаю, что ты говоришь, там, позволяем принять решение и так далее. Я вспомнил, когда мы в Кривом Роге открыли борт, было телевидение, они пришли, они задали вопрос. Андрей, что для вас борт? Ты знаешь, иногда ты долго задумываешься и даешь какой-то ответ, потому что ты его высосал с пальца. А иногда, когда тебе говорят так, оп, и ты понимаешь, что это было от сердца. Но когда мне задали этот вопрос, я сказал, борт – это возможность. Возможно, но возможности у каждого разные. Некоторым людям возможность запихивать за пазуху и закрывает курточку на молнию, и она уходит у него через какое-то заднее место. А некоторые люди где-то учуяли запах возможности, бегут на лету, хватает и берутся за это. Поэтому борт возможность, но это возможность для тех, кто за них берется и хватается. Тут очень много людей, разные ниши и так далее. Твоя задача подорвать свою пятую точку опоры и сделать что-то, что приблизит тебя к тем целям, которые ты перед собой поставил. А давай пока сейчас вот зацепимся, еще покопаемся в этой теме возможностей. Как их правильно увидеть, рассмотреть, как их правильно, какую-то конструкцию партнерства, возможно, выстроить. Вот дай какие-то советы. Ты знаешь, я не хороший в этом плане пример, и жена моя то же самое говорит. Я обычно делаю, потом думаю. Я лучше 5 Ну, раз так делаю, может- и одно решение Может, это сработает. ну, смотри, может, это твоя стратегия, и она нет хорошей или плохой. Согласен. Но просто иногда можно много потерять денег и так не добиться до чего-то. Это еще нужно понимать, у кого какой характер. Хотя в то же время, как мне один мой друг на мой день рождения сказал, говорит, чтобы я так планировал, как Андрей импровизирует. То есть я не люблю заранее все планировать. У меня нет расписания, когда иногда ты звонишь человеку и говоришь, там, на следующий месяц можешь приехать к нам выступить? Я говорю, слушай, расписано на 3 месяца вперед. Мне жаль, что так вот люди... С одной стороны, я просто наношу на свой характер, я бы не мог так жить, когда у тебя 3 месяца все расписано, и ты не можешь сегодня вечером пойти в бар, а утром ты улетел куда-то. То, что могу я. Поэтому я чаще всего импровизирую. И поэтому я обычно сделаю, а потом пойму, нравится мне то, куда я иду, или не нравится, и вернусь, если что. И это просто может быть финансовая потеря. Но у меня есть классная пословица, даже 2, они, смысл один, но по-разному интерпретируются. Лучше 1 раз сделать, 1 раз пожалеть, чем не сделать и всю жизнь об этом жалеть. Или, как говорится, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Вот, поэтому я вот с этой точки зрения действую. И исходя из этого, как это люди могут использовать? То есть ты бы советовал бы брать свою стратегию и... Ну, вот смотри, я пришел в сообщество, я там, мне там 30 лет, да, 35 лет, и я хочу развиваться в бизнесе. Что мне, цепляться за каждую возможность и пытаться с каждым из людей бизнес сделать, либо же, не знаю, тестировать самому ниши. То есть как я хочу, понял, я хочу нащупать какую-то модель, которую можно попробовать прямо вот запаковать и передать людям. Сказать, вот приходишь в сообщество и начинай знакомиться со всеми срочно, или наоборот там не спеши. Что им делать? Это, знаешь, вопрос в любом направлении, это бизнес, медицине и так далее. Все хотят эту таблетку волшебную, которая всех болезней. Я ту модель, которая точно сработает. Вот я она пытаюсь точно сработает. таблетку, да, тебя достать. Но мы все верим. Мы же такие в глубине души дети, мы же Ну дай верим, хотя бы плацебо какое-то, что ли. Ты знаешь, я точно знаю, что, учитывая, насколько мы люди разные, насколько у нас
характер по-разному срабатывает. Кому-то нужно спокойное принять решение. Кто-то принимает решение быстро, моментально, и вот это его, знаешь, решение, а не спокойно начинает себе навязывать мысли других людей. Поэтому это точно все индивидуально. Но я могу сказать одно. Решение принимается тогда, когда есть информация, на фоне которой ты принимаешь решение. В любом случае, будь то действуешь ты быстро или медленно, но тебе нужна какая-то информация, да? Но когда тебе говорят, это плюс это, сколько будет равно? Ты сказать, дайте вводные данные. Правильно? То есть тебе нужны данные, ты выносишь результат. Поэтому, когда мы принимаем решение, будь то в любом процессе бизнеса, да, там, подбора людей, там, как поставщиков или еще что-то, нам нужны данные все равно. А данные как раз формируются на основании разных подходов, так сказать, как люди эти данные собирают, то есть какие данные у других людей, какие методы они используют, да, на что они опираются, принимают решения. И когда ты понимаешь, где, как, что работает и какие есть ресурсы в целом, ты понимаешь, что, например, есть 3 варианта, но мне ближе к душе вот этот вот. По крайней мере, здесь я чувствую себя как рыба в воде. Вот так вот я хотел бы. А другие методы не мои, возможно, знаешь, в таком плане. Следующая хейтерская мысль, такая интересная. Зачем мне тратить время на это, да? Значит, мы с тобой первую хейтерскую мысль чуть-чуть объяснили людям, что эта хейтерская мысль имеет право только когда мы предвзято можем отнестись и сказать, слушайте, я бабки заплатил. Да, нет, именно так. Смотри, И, кстати... мы исходим из позиции того, что нас сейчас смотрят люди, которые... Что ты не сказал, что нас смотрят люди? Да, во-первых, да. Которые любят и уважают там ту часть контента, да, которую мы делаем, создаем здесь. Но большинство людей, если мы говорим там за холодку, да, за какой-то холодный трафик, за первое знакомство, все люди предвзятые. Они такие типа чуть-чуть: окей, ну вот я вот так вот, но ты мне объясни теперь, что ты не дурак, да. Почему так происходит, мы знаем, да, потому что есть какая-то травма, да, у большинства, каких-то плохих знакомств, партнерств и всего остального. Поэтому я и пытаюсь раскачать эту лодку для того, чтобы мы эти все предвзятые моменты убрали. И лично я, ну, мое мнение сейчас не так важно. Я вообще позитивный человек, люблю всех. Ты знаешь, уважаю. это мне очень хороший пример. Я Поэтому бываю иногда очень прямолинейно, моя жена говорит, нельзя так резко рубить, и особенно масса людей что-то нести информацию. Я говорю, слушай, ну если так думают, почему они будут так высказываться? И жена моя больше за дипломатию. А я ненавижу дипломатов, которые, знаешь, им задали вопрос, а он рассказал о всем, чем угодно, Но лишь не бы не ответил коснулся на вопрос, вопрос. который, может, был бы такой каверзный, знаешь, и пришлось ему раскрыть некоторую сущность, которая не очень была приятна бы на нем отображалась бы. Поэтому я вот точно за тот концепт, за то реальные мысли, за те реальные действия и так далее, чтобы был полезный контент. И ты знаешь, я, кстати, только что, пока ты говорил, я вспомнил о том, что я приехал сюда благодаря одному человеку, который скинул мне ссылку на твой профиль, на твой YouTube, который вот смотрит вот так. Он жил вообще в Ирландии, сейчас переехал в Польшу, кстати. И он мне того скинул, того. Я понимаю, что человек сидит и через экран телефона знакомится с людьми, с аудиторией. И я понимаю, что вот ему важно, вот такому человеку важно, чтобы контенты вот такие, как ты говоришь, были наполнены смыслом, через который можно образовать себя. Да. Потому что если я какое-то образование звоню, мне говорят онлайн, все, я не иду туда. Мне нужен только офлайн, мне нужна энергия вот этого нетворкинга, общения. Если нет энергии, я засну. Я реально засну, мне это неинтересно. Только живое общение меня вдохновляет и возбуждает, так скажу. Вот. А есть такие люди, которые... Я согласен, что для этих людей нужна точная, четкая информация. Вы мне скажите формулу, вы мне скажите конкретно, что мне делать. Вот как ты говоришь, пилюля. Да, пилюли нету. Да. Но для этого, я думаю, знаешь, я сказал именно так. Когда спикер приходит к нам на час, на полтора рассказать о той нише, которую он изучает и которую он обучает, то это не значит, что ты обучишься и будешь экспертом. Это значит, что ты более чуть-чуть глубже поймешь, чем ты понимал раньше, о чем это, и что ты в этом можешь получить, если будешь это изучать. Я скажу просто 2 ярких примера. Когда у нас был Андрей Бурлуцкий, который ведет ораторское искусство, и Андрей Сысоев, который финансист, известный в Украине, это 2 человека сделали нам курс обучения 2-дневный. Суббота-воскресенье, у нас было с утра до вечера 2 дня курс обучения на ораторскую тему и на тему финансов. Это были точно классные действия, которые образовали человека, реально. Потому что Андрей Сысоев, который начал от того, какие виды есть отчетов налогообложения, вообще, что такое НДС, да, там, и пошло-поехало, какие отчеты, и в целом, как финансовая составляющая должна выглядеть, какие мы должны сдавать отчеты, от которых анализируем дальше свои действия. Многие люди так не делают. Ты знаешь, я очень удивляюсь даже нашему борде сообщества, когда спрашиваешь человека, сколько ты сейчас зарабатываешь? Он, ну смотри, в прошлом месяце было вот столько, а сегодня где-то вот столько в этом месяце заработал. И он не считает, он не сводит, не закрывает месяц, не сводит баланс, да. Вот. А есть может, это счастливые люди? С одной стороны, если да. Если он считает деньги по пачечке, по уровню пачечки, то, может, он и счастливый такой. Я думаю, если бы он во всем был эксперт только в этом,
Это невозможно. Человек, когда подтягивает, он во всех ролях себя подтягивает. Если он так оценивает свой заработок, то он также принимает решения, и такие же люди у него работают нестабильные, не понимающие вообще, Ну что да, они да, делают. да. Это где-то есть такая логическая связь. Вот, поэтому вот такие классные двухдневные обучения, они дают больше информации, человек образовывается. Я перед войной успел пойти на MBA и был на один, только 2 дня у Куда? меня было В обучение. Киевскую Да, академию? мимо пошел. И Ага. жалею, что, началась война, и так не доучился, предложили на онлайн, я не могу, я не получаю так качественную информацию, так нет. Но я, ты знаешь, понял после пары курсов обучения своих, что, вот, кстати, задаю часто вопрос, что бы ты посоветовал себе 20-летнему? Мгм. Это у нас еще рубрика будет, но... Сука, учись. Ты знаешь, когда я за 10 лет в пекарне научился отчету P&L, баланс и кэшфлоу, то за 2 дня Сосоев мне рассказал намного больше, чем я за 10 лет учился. И думаю, мне к этому Сосоеву тогда были 10 назад, я бы уже далеко был бы сегодня. Да. Но мы, знаешь, приходим, и, кстати, я же не учился, я просто интуитивно пришел, какие цифры, как бы я сопоставлял по столбикам в Excel, чтобы мне было интересно и понимать, какие мне на итоге нужны цифры, от которых я анализирую Динамику. и, да, ставлю задачи. Мгм. Вот, то есть, вернусь к твоему вопросу, чтобы в таких подкастах и таких выступлениях была точная информация, которая людей образовывала, наверное, тяжело дать очень емкой информации, Мгм. знаешь. Ну, теорему Пифагора ты же не откроешь никому, да, там, Америку, а вот многие вопросы, они цикличны. И это, конечно, лучше идти на образовательные, как минимум 1 дня, а то и 2 дней каких-то обучения, чтобы ты понял и понимал, с чего начинается и где примерно заканчивается. Да. Ну, вообще, как сказал один мой товарищ, сложно говорить просто. Какие-то эффективные, сжатые, простые вещи на самом деле сложно сформулировать и сказать. Класс, фишка есть одна, знаешь, я часто людям говорю, что такое лень? Вот что бы я сказал, что такое лень? Ну, для меня лень — это отсутствие смыслов и мотивации. То есть Слушай, ну если тебя лени заставили не женскую существует. работу делать, ты не видишь, ты мужик, тебе не надо делать женскую Лени работу. не существует, а есть отсутствие мотивации. Лень — это логичная реакция тела на бессмысленность действий. Вот это моя интерпретация лени. Ты знаешь, и когда мне задали этот вопрос и дали ответ, я понял, насколько часто мы не можем отобразить свою мысль таким образом, как ты сказал, просто, но чтобы было понятно. Мгм. И нам сказали так, лень– это когда ты еще не устал, но при этом решил отдохнуть. Мгм. Да. Потому что мы часто говорим, когда не хочу ничего делать, ты же можешь и уставшим быть, да? Вот, поэтому в этой фразе показывают позицию, что ты не уставший, и сразу же твою позицию, что ты хочешь отдохнуть. И вот знаешь, поэтому мы очень часто не имеем экспертности правильно озвучить. Или когда мы что-то пытаемся куда-то донести, обучить кого-то, подобрать правильные слова, чтобы они несли максимально смысл. Поэтому, говоришь, простыми словами говорить сложно. Да. И эти простые слова нужно правильно в предложение сложить. Да, да. И надо проделать большую работу, чтобы потом просто рассказать что-то. Или, как говорят, когда ты беседуешь с собеседником, на всякий случай скажи, а что ты понял с нашей беседы, да? Мгм. И ты Да. услышишь, что он понял чуть-чуть, я часто не чуть-чуть, а очень много не так, как ты ему хотел донести. Да, да, да. Так часто бывает в отношениях с женщиной, знаешь. Там бы есть боль. Ты ей одно, а она ничего не поняла. Ну, Давай про конференцию поговорим. Что за конференция? Почему вы ее делаете? Какая цель? цель, мы понимаем, что очень многие люди задаются себе вопросом, чем дальше заниматься в бизнесе, оставаться в Польше, уезжать дальше, и что вообще выстрелило, какие кейсы есть успешные, какие будут классные советы и так далее. Я знаю, что есть много в интернете ресурсов посмотреть и послушать, да, но не всегда ты нам задашь вопрос. Поэтому инициатор была больше моя партнер по борду Катерина Сенкевич и предложила провести эту конференцию. Я, честно говоря, не очень хотел, но она мне дала пару аргументов, что мы должны это сделать, так как социально ответственные люди, так как мы ведем борд во Вроцлаве, мы должны быть делать эту конференцию. Я с ней согласился, и сейчас мы полностью максимально вложили в силы и энергию. Конференцию спланировали сделать на 300 человек. Она будет 9 ноября проходить в одной из самых лучших гостиниц в городе Вроцлав, в Бридж. Конференция целого дня, потом предусматривается и автопати потом вместе со спикерами. Вот. И мы хотим, чтобы люди могли прийти и прикоснуться к людям, которые точно для нас пример для подражания в той либо иной нише, где они добились максимального результата на фоне конкурента, так сказать, да, или на фоне остальных других людей, которые хотели бы быть на их месте. Вот. Так как я недавно сказал, Что это за что... спикеры? Какие там сегменты спикеров? Экспертиза какая? Ну вот, например, Владимир Носов, я не очень знаю, это криптобиржа, одна из самая крупная, наверное, крупная криптобиржа. Кукоин, наверное, или Whitebit. Bybit. Whitebit, да, в Украине. Вот. Когда нам его ассистент прислала перечень, как мы должны встретить, где поселить, и Райдер. какой билет, да, билет купить, я так прочитал, с одной стороны, нифига себе, думаю,
круто. Наверное, мне где-то внутри такой почувствовал отклик, я тоже так хочу. Потому что человек понимает, какую ценность он даст. И сколько он может дать полезности для того, когда он приедет. Поэтому мы соответствующе должны его и принять. А И у это него классно. выступление на какую тему? На тему крипты или что-то другое? Больше на тему крипты, да, будет. В Окей. целом, будем задать разные вопросы, потому что мы же понимаем, что человек не может быть узконаправленно развит, да, он развит, значит, он общается с такими же людьми, он общается с успешными людьми, которые в разных нишах, поэтому вопросы можно будет задавать любые, и мы в целом, ну, конечно, лучше в его экспертизу, он там более может дать качественно нам ответ, но в целом, what's next, что дальше, называется конференция, понимать, что дальше людям делать, находясь там, где они сейчас есть, чтобы быть лучше, чтобы все-таки куда-то двигаться, развиваться. В Европе наша самореализация, какие-то кейсы, примеры, пожелания, советы и так далее. Может быть, не будет этой пилюли. Но когда я говорю так, мы много в своей голове очень знаем. Мы просто часто этому не доверяем, либо не обращаемся к тем мыслям, которые у нас есть умные очень часто. Но когда мы знакомимся с человеком, а для меня просто человек – это самый лучший мотиватор, ни одна книга, ни один фильм меня не замотивирует так, как живой человек. Мы начинаем копаться в своей голове, мы начинаем в своих возможностях находить те возможности, которым офигеваем сами и понимаем, блин, что раньше не сделал. Нас нужно что-то задравил, замотивировал. И вот живой человек успешный – это классный пример. Угу. И в том числе пример, который позволяет тебе поверить в то, что это возможно. У меня так часто работает. Да, да. И, как говорится, тот, кто хочет, ищет способы, кто не хочет, ищет причины. И тут тебе вообще не с человеком сразу понятно, какой он позиции, куда он смотрит, вниз или вверх, что он ищет для себя. И это будет однодневная конференция. Да. Во Вроцлаве 1 день. Ссылочку оставим в описании. Кому интересно, регистрируйтесь, оплачивайте. Сколько билет стоит? Билет стоит. Там начинается от 600 злотых и идет выше, там по времени Разный будет, пакет. как говорится, купи здесь и сейчас и так далее. Угу. Ну, супер. Оставим ссылочку, там актуальная цена какая-то будет под видео. Как ты видишь сейчас ситуацию бизнеса и предпринимательства в Польше, ну, в рамках нашего украино-русскоязычного комьюнити? Какую ты видишь динамику? Остаются все-таки люди здесь, в Польше, либо уезжают в Испанию, в Валенсию? Я знаю, что в Валенсии, кстати, ездишь, да, борт? Да, Валенсия, в Аликанте есть, да. Какие ты видишь нарративы, да, вот у предпринимателей? Ты же много в этой среде крутишься. О чем они думают, чего боятся, о чем мечтают? Знаешь, первое, что могу сказать, когда мы приехали сюда, и когда люди приходят в борт, на наше борт-знакомство, наше сообщество, я спрашиваю, вы приехали до войны или во время? Знаешь, разные, да. Разные еще подходы, разные были Боль цели. разная. Либо человек приезжал, потому что он хотел лучшей жизни, и он просто спокойной, мирной страны выехал и поехал куда-то там, а очень часто это, кстати, на учебу. Молодежь ездила, потом начала открывать себе свои бизнесы. Либо люди, которые были вынуждены покинуть свою страну, чтобы сохранить семью, там, безопасность, да, и так далее. Вот. То вот смотрю, что, во-первых, люди, которые поехали когда-то, очень много выезжали на заработки. И я мало встречал бизнесменов, которые приехали сюда заниматься бизнесом изначально. Есть, но мало. Вот. В основном люди, которые стали бизнесменами уже здесь. То есть мало кто с капиталом приезжал каким-то. Да, то есть да. То есть они набирались опыта, были какие-то разнорабочие, а ну потом... вот как я же приехал 10 лет назад, там, с $1000. Вот, я такой же кейс. Юра со Вроцлава, да? Да, тоже Олес Юра, наш да. товарищ. Он же тоже приехал там лет 12 назад. Да, но он уже начально по бизнесу приехал. Но он уже, у него все-таки он был уже там вел бизнес. трудоустройство, здесь уже с Украины. Я думаю, большинство все-таки вот того поколения, такие как я, там какие-то есть деньги, приехали с нуля стартуют. Вели лучше, Ну, я извиняюсь, да. перебил. И вот что хочу сказать, что вот эти люди, которые давно приехали сюда и начали заниматься бизнесом, для них было интересно начать знакомиться с нами, которые выехали с многолетним опытом, но вели его в Украине, приехали сюда. Мы обратились к ним за возможностью обмена опыта, а мы для них стали интересными, чтобы тот же обмен опыта, но больше с экспертизой украинской, как собственник, как предприниматель. А нам интересно было, как жители Польши, какие юридические законы, какие требования, какое налогообложение, да, и так далее. Нам было уж больше это понять. Атмосфера, ментальность, люди и так далее. Вот. И мы хорошо слились, мы, так сказать, начали обмениваться опытом друг с другом. Но, тем не менее, они привязаны к этой стране. И я, как говорила, что мы, эти предприниматели, когда начинаем зарабатывать первые деньги, мы за это держимся, боимся кому-то делегировать, чтобы это все не потерять. То вот эти люди, которые реализовали себя здесь, опять же, это все не категорично. Я говорю о большей массе людей, которые я чувствую, что они побоятся куда-то уехать, потому что то, где они сейчас живут, а здесь, слава богу, нет войны, надеемся, что и не будет, да, они верят в то, что они смогут дальше реализовывать себя и остаться жить здесь. Их держит то, что им дало возможность здесь реализоваться. Мы же, еще раз, это те, кто приехали до войны. До войны, которые давно приехали. А теперь вы. Да. А теперь люди, которые приехали же во время войны, знаешь, тяжело сорваться первый раз. Когда ты первый раз сорвался, уже поплыл, то очень легко уже не привязываться и дальше плыть. Поэтому, мне кажется, такие люди, да,
дальше смотрят куда. И учитывая, что эти люди и жили бы в Украине сейчас, если бы началась война, и только агрессия это и все напугало их и их семьи, да, которые должны были выехать, то сейчас, когда очень много пугает, да, ты знаешь новости в каналах, пишут, бывают фейки, бывают реально какие-то события, что там, то будет депортацию мужчин устраивать, то батальоны какие-то с украинских мужчин будут формировать, то еще что-то. И это очень пугает. И понимаю, что будет передача данных, да, там, где кто находится, где кто живет, паспорта нам уже отказали, не делают. И многие люди думают, зачем мне тогда оставаться здесь, рядышком с той Украиной, которая за ними могут еще прийти. И поэтому люди дальше едут в Испанию. Особенно те люди, даже кто не успел построить здесь бизнес. Те люди, которые имеют в Украине бизнес или какой-то накопленный капитал, да, и они понимают, что их здесь ничего не держит. Поэтому эти люди точно То будут есть переезжать. их в этой солнечной Польше ничего не держит? Кроме солнца ничего. По сравнению с Испанией, да, там где 300 дней в году. солнце. Да, да. Ну, в Испании тоже свои минуса, очень жарко и так далее, да. Но там большое сообщество. Вот я приехал с Праги, да, недалеко, но уже не на границе с Украиной. Там очень много наших украинцев, очень Да. много большой комьюнити. Я скажу, у них в их сообществе в Праге в 2 раза больше людей, чем у нас, даже в 2,5 раза больше, чем у Это нас в сколько? Вроцлаве. Сколько У человек? них 114 человек, помню, было в каком-то из недавно смотрел, 114 человек. Это, по-моему, только участники, а есть еще менторы, да, то есть около 120 человек. У нас около 50 человек сейчас, получается. Кто-то приходит, кто-то отсеивается и так далее. Мгм. Не, ну это всего. А сколько всего в Всего в Польше? борде в Украине и за пределами чуть больше 2000 людей. Мгм. Вот, по всему миру. Вот, если в Дубае, если в Америке, если в Канаде, то есть очень много мест, да и в Турции, ну, по-моему, около 11-12 стран, в которых сейчас есть борд. Какие еще ты тренды видишь? Вот мы вернемся, да, к вопросу трендов и того, что предприниматели, о чем они говорят, о чем думают, куда едут. Может, какие-то бизнеса есть интересные. Я сейчас не про волшебную таблетку, а мне это интересно, ну, знаешь, вот о чем в целом масса предпринимателей, большая масса людей говорит, о чем, что обсуждают в кулуарах. Разные есть ниши, да, но помнишь, как ковид, когда все зашли в ковид, и мы с него выходили, и очень многие спикеры, которые лидеры мнений, да, они говорили, мир уже таким не будет, он изменится. Многие что почувствовали? Онлайн-работу, да, когда можно работать удаленно. То вот сейчас, когда мы выехали с Украины, очень многие оценили бизнесы, которые работают удаленно. Особенно IT-компании, да, они же по релаксацию сделали, им физически все равно где-нибудь работать, главное, да, интернет, Wi-Fi и все, да. Вот, то вот эти вот бизнесы очень стали актуальны. Я думаю, что это тоже многие смотрят, но еще очень, что меня очень удивляет, и то, что сегодня мы с тобой, наверное, являемся частью этого, это инфобизнес. И мой друг, с которым приехал сюда к тебе на встречу, он мне тоже говорит, инфобизнес – это будущее. Понимаешь, я раньше недооценивал инфобизнес и говорил, воздух продавать. Нет, это не в моих ценностях. Я хлеб буду продавать. Хлеба люди наесться могут. Да? У хлеба большая история. А с другой стороны, а ведь инфобизнес, если он нормальный, а не инфо-цыганство, а инфобизнес, когда ты обучаешь людей, когда тебе люди приходят благодарны, у них там иксы и так далее, да, и ты их наставляешь на путь истины, который для него правильный. Это же классно, и ты этим можешь гордиться. То вот скажу, что вот эти, наверное, тренды, это чтобы, первое, удаленно можно было не привязаться к месту, и второе, информационный бизнес. Вот, когда ты вот максимально приближаешься к этой таблетке, которая тебя оздоравливает, и если ты эту таблетку даешь, хотя показываешь, то люди уже за это готовы платить, и это их мотивирует. Они реально делают результаты. Это не просто клуб алкоголиков, да, а это... Окей. Ну а все-таки они, народ, по твоим ощущениям, там, вот из 10 предпринимателей, сколько переезжают куда-то или планируют в ближайшее время, знаешь, там, полгода, год, переехать условно там на другой континент, либо в Испанию в ту же? Я не могу сказать, я не проводил статистику, так как я человек, любящий цифры, не хочу просто пальцем не Не было на хочешь. интуитивных А ощущениях. я ничего не проводил, никаких исследований, поэтому имею полное моральное право ляпнуть, что хочу. Ну, тогда и поделись с нами. Да. Я поделюсь с вами без проблем. По моим ощущениям, из 10 человек в Варшаве, да, с кем я встречаюсь, особенно чем темнее тут становится, да, и дождливее, тем быстрее меняются настроения людей. В моем окружении, ну, точно из 10 трое предпринимателей говорят, что все, я уезжаю. Это там Бали, это, понятно, Испания в Европе, да, остаться. Но вот они как бы покидают Польшу. Где-то конверсия там из 10 трое. Ну, что интуитивно могу сказать, с Бали возвращается 95% людей в ближайшие полгода, а остальные 5% просто через год с Бали. Хотя многие туда едут. Они потом возвращаются. Обманные ощущения вот эти вот. Да, Да, они возвращаются, потому что в Польше, ну, я вот за Варшаву буду говорить. Я вообще в Кракове прожил 9 лет, да. Я знаю, как бы, что такое Краков и Вроцлав, и что такое Варшава отдельно.
И тут совсем другая атмосфера, чем на Бали. То есть тут рабочая атмосфера, тут окружение, тут все куда-то Мы же двигаются. выросли в таком окружении. Да, Бали для нас это как была командировка. да, Урлоп. это урлоп, да. Да. В общем, меня очень удивило, когда нам задали вопрос, какая разница между честностью и правдивостью? Вот ты можешь сказать свое Какая разница решение? между честностью и правдивостью? Ну, правдивость — это способность... хм, честность. И думаешь, раз И придумали два слова, наверное, же не разные по смыслу. Ну Если бы да, одно и в то них же было, зачем придумывать точно, два? точно разный смысл, да. Это то, Ну, как я говорил. быть честным... Правдивость — это как будто про навыки, способность сказать правду человеку, да. А честность, ну, тоже вроде бы про правду. Как бы честно констатировать факт, что все плохо, или наоборот, что все хорошо. Поэтому, чтобы в наших подкастах были более точные вещи, да, я думаю, то, как мы описали лень, как пример, как правильно, очень важно, Да. общаясь с кем-то, если тебе нужен результат, а не пьянка в баре, правильно подбирать слова и не блистать википедическими сложными словами, которые ты недопонял смысл, но я скажу, чтобы он подумал, что я образован. Так вот, честность и правдивость. Ехал я к тебе сейчас сюда, в Варшаву, и слышу по радио, что говорят, что в нашей реке Одра во Вроцлаве выловили крокодила. Я приезжаю перед встречей, говорю: Стас, прикинь, крокодила в Одре выловили. Бля, да ладно. Серьезно, говорю, по радио слышал. Я был честно, я же услышал, я же сказал. Но был ли я правдив? Нет, просто это сказали. Все, сейчас будут шутки дня, давайте проверим, у кого какая база юмора в голове. Я уже учил, когда перечислялись шутки. Ты понимаешь? И для себя я понял в жизни, что честность – это про ценности человека. Вот он, как он понял информацию, что он получил, он передает это. Я не имею права искажать информацию. Правдивость – это про его экспертизу. То есть человек должен выучить какие-то статьи, прочитать 10 книг, он должен убедиться в том, что он скажет, это есть правда. Не его отношение к этому, а это правда как теорема, которая доказуема. Вот, поэтому я, знаешь, говорю так. Когда я партнируюсь с человеком, я хочу, чтобы он был в первую очередь честный. С честным мне будет комфортно, приятно и надежно. А с правдивым еще будет и прибыльно. Потому что это про его экспертизу, которую он знает точно, куда целиться, как бить, чтобы заработать, к примеру. Поэтому эти два слова кардинально для меня имеют различие между собой по смыслу только после того, когда я с ним познакомился. И это отображается во всем. Когда мы с чем-то познакомимся, когда мы что-то узнаем, как ты говорил, зачем туда борт, эти мероприятия и так далее. Когда мы получаем этот ресурс знаний, тогда мы честно и правдиво, подчеркиваю, тогда уже правдиво, зная информацию, принимаем решения и делаем дальше успехи свои личные. Исходя из твоего... Классно, спасибо. Интересно, такие дефиниции, ну, я так в этой перспективе. Дефиницию, но я понял, что это умное слово просто. Вот я понял. Еще одно умное слово. Так в этой, перспективе я не смотрел на эти слова, да, не раскладывал их. Рекомендации. Сейчас нас смотрят люди, которые либо находятся, да, я хочу, чтобы ты себе образ человека нарисовал. Это люди, которые либо в своей стране еще находятся и выбрали Польшу, и поэтому выбрали наш канал, который сейчас смотрят. Либо те, кто большая масса людей, 46 тысяч человек, да, которые уже здесь. У них либо бизнес, который они планируют делать, либо он уже есть. Что бы ты посоветовал, какие бы рекомендации, хорошие, полезные действия, да, которые можно делать, либо наоборот ошибки, негативные действия, которые лучше не делать. Что бы ты посоветовал, чтобы им жилось здесь счастливо в Польше? И не только в контексте бизнеса, да. Бизнес — это же составляющая, одна из частей жизни. С высоты Ты знаешь, опыта. я понял твой вопрос, но возможно, ты ожидал бы от меня ответ как на тему бизнеса, но я чуть-чуть копну глубже, так как я сказал, что в борде я был инициатором и хочу, чтобы мы развивали не бизнесменов, а личностей, которые реализуют себя через бизнес, то я, наверное, больше дам в контексте личности, дам рекомендацию. Когда-то в своей жизни я очень скептически относился ко всем продажам вот этих тренингов, обучалок и так далее. Когда в 30 лет я первый раз попал на одно такое обучение к Александру Липскому, могу гордо называть его имя, потому что реально он поменял некоторое мое сознание. И ты знаешь, мы как предприниматели туда приехали, но с чего начали? С детства. Боли, стереотипы и так далее. И он мне очень понравился, как он тогда сказал. Смотрите, чтобы вы отсюда уехали другие, что мне нужно сделать? Ваши мозги, которые как остывший пластилин, твердые, размять, разогреть, чтобы вы с них слепили так, как вы бы хотели выглядеть сегодня. Но когда мы готовы это делать? Когда у нас некоторые крайности.
Да, когда вот мы смотрим великих или известных людей, которые вот не было бы этого и славы, да, если бы не несчастье, которое его подвигнуло и так далее. То есть какие-то крайности ломают людей, и они потом через это усиливают себя Ну и да. просто покоряют горы. Так вот, я хочу всем порекомендовать людям, чтобы мы не ждали те крайности, примерно нарисовали их себе в голове сами, что ведь крайность она есть. Мы каждый день проживаем классные дни нашей жизни, счастливые, классные дни, но мы не всегда их проживаем, мы их иногда очень часто существуем. Вот. И если мы поставим крайность, что мы так можем досуществовать до 60-70 лет, для меня 60-70 лет, я думаю, это тот возраст, когда твоя активность спадает, и ты уже реально, особенно в Украине, пенсионеры, я смотрю, очень существуют, да, поэтому ты понимаешь, что у тебя мотивация уже сегодня сделать так, чтобы ты прожил красочно, ярко свою жизнь. Предприниматели, они со стороны как красочно яркие люди. И очень часто смотрим, ой, я хочу быть предпринимателем, ездить на Бали, на тоже отдыхать, тусить и так далее. Особенно инфобизнесмены. Да, это такое обманчивое, да. Но в целом классную жизнь может прожить любой человек, и предприниматель, и не предприниматель. Это и есть основа. Но мы очень часто забываем о том, что классные дни нашей жизни, драгоценные, пролетают. И время, и единственный ресурс, который не возвращается, да, и не восполняется. Поэтому я бы всем рекомендовал для себя сравнить, что где я здесь сегодня, где я могу быть там где-то, что мне для этого надо, сколько подсрачника мне нужно самому себе дать, чтобы прийти к этой цели. И не жаловаться, что жизнь дерьмо, а понять, что дерьмово я к ней отношусь. Тогда я точно смогу добиться тех результатов, которым, будучи дедушкой, рассказывать внукам, гордиться за то, как я классно прожил свою жизнь, что я пример для подражания, образец своим родственникам, близким и так далее, чтобы меня хотели смотреть, повторять что-то, обучаться, и я мотивировал людей. Вот я за классное качество жизни. И у меня такое есть слово самопендарь, про волшебный самопендарь, который нас приведет к тем результатам, от которых мы кайфанем. Друзья, спасибо за просмотр видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, снизу будут все ссылочки, там, да, то, что ты захочешь оставить, и на конференцию, на борт, на инсту твою, допустим, или телеграм, и желаю вам по традиции прекрасного, продуктивного и выгодного бизнеса в Польше. Всех обнял, приподнял, пока.